Туя Матидзуки – обычный человек из реального мира, который по ошибке оказался не в том месте и не в то время. Он погиб от удара молнии и предстал перед Создателем на небесах. Создатель извиняется перед Туей за то, что случайно забрал его жизнь. Туя, который, похоже, совершенно спокойно относится к тому, что он только что умер, принимает свою судьбу и прощает Создателя за эту случайность. Пораженный его спокойствием, Создатель решает загладить свою вину и перевоплощает его в другом мире. Он рассказывает Туя о своих планах отправить его в мир, где он сможет пользоваться магией. Затем он спрашивает Тую, есть ли у него какое-нибудь особое желание, которое он хотел бы осуществить в новом мире. К удивлению Создателя, Туя отвечает, что хотел бы иметь возможность пользоваться своим смартфоном в новом мире, куда он отправляется. Создатель исполняет его желание и наделяет его способностью использовать любую магию, в том числе заряжать телефон. Когда сделка заключена, Создатель совершает свое волшебство и отправляет Тую в новый мир магии. Туя просыпается в лесу, совершенно не понимая, где он находится. Беднягу вышвырнули с небес. Как бы то ни было, ему звонит Создатель и рассказывает о функции карты на его смартфоне. По крайней мере, он не заблудится в новом мире. Туя благодарит Создателя и продолжает свой путь. По дороге в ближайший город его подвозит торговец, который останавливается на своей повозке, увидев странную одежду Туи. Он предлагает Туе бесплатно довести его до города, покупает всю его необычную одежду и дает ему другую, более обычную, а также несколько золотых монет. Туя с благодарностью принимает подарки и выходит из лавки торговца. Перед тем, как уйти, он спрашивает у торговца, есть ли поблизости постоялый двор. Торговец рассказывает ему о постоялом дворе «Серебряная луна», который находится где-то в городе. Туя выходит из лавки и направляется к постоялому двору. По дороге он слышит, как в переулке неподалеку от него грабят двух женщин. Очевидно, что сделка, которую они заключили, сорвалась. Туя подходит к грабителям, покупает у них вещи женщин за золотую монету и избивает их до полусмерти. Очевидно, что Создатель наделил Тую сверхчеловеческими рефлексами. После драки он объясняет женщинам, которые представились как Эльза и Линза, что он ищет постоялый двор. Женщины говорят ему, что они направляются туда же, и Туя идет с ними. Придя на место, Туя снимает комнату на месяц и приглашает женщин на легкий завтрак. Там они обсуждают, как найти работу в городе, выполняя задания для людей. Туя соглашается с их предложением, и на следующий день они все вместе отправляются в гильдию, чтобы взять несколько заданий и заработать денег. Придя туда, Туя обнаруживает, что не может читать иероглифы в этом мире, поэтому просит женщин прочитать их ему. Девушки просматривают все задания на доске и выбирают то, которое средней сложности. Они регистрируются как рыцари, получают оружие и направляются в лес, чтобы поймать 5 однорогих волков, как указано на плакате. Все идет хорошо, и троице удается поймать 6 однорогих волков. Они отрезают им рога и приносят в гильдию, чтобы получить за них деньги. Служащий проверяет их добычу и выплачивает им вознаграждение. Вернувшись в гостиницу, Туя просит Эльзу и Линзу научить его читать и писать на их языке. Эльза поручает это Линзе и продолжает их беседу. Туя также просит девушек научить его пользоваться магией. Сначала они должны убедиться, что он действительно может пользоваться магией. Линза достает 6 разных магических камней, каждый из которых представляет собой одну из стихий магии. Естественно, что никто не может использовать больше 3 стихий за всю свою жизнь. Однако Туя обнаруживает, что он может пользоваться всеми 6 стихиями магии. Эльза и Линза потрясены до глубины души, когда видят, как Туя использует магию пустоты, которая является самым редким заклинанием в их мире, чтобы открыть портал в лес, где они были совсем недавно. После того, как дамы опробовали свои заклинания, они восхищаются Туей, который оказался таким одаренным. Туя нервничает и смеется. В этот момент к ним подходит хозяйка гостиницы и представляет им Айр, девушку, которая работает в городе. Айр ищет новые блюда, которые можно было бы добавить в меню ее магазина. Туя вдруг вспоминает, что в его мире есть мороженое. Он достает свой телефон или магическое устройство и ищет в интернете рецепт приготовления мороженого. Он учит Айр и девушек готовить мороженое и пробует его. Когда мороженое готово, девушки пробуют его и приходят в восторг от его вкуса. Туя только что спас магазин Айр. По пути к месту своего следующего задания, Туя фотографирует Эльзу на их повозке и сохраняет снимок. Пройдя несколько метров, они решают остановиться и передохнуть. Похоже, они направлялись в Королевский дворец с письмом и решили отдохнуть перед дальнейшим путешествием. Они думали, куда бы им пойти, и вдруг услышали шум и решили посмотреть, что там происходит. Придя на место, они увидели, как женщина-самурай сражается с целой толпой мужчин. К сожалению, она остановилась, потому что очень проголодалась, и на нее тут же напали эти парни. Туя поспешил ей на помощь. Они победили всех мужчин и убежали в переулок. Там женщина представилась как Кокона Ии, женщина-самурай из Эшина. Туя представился и спросил, что с ней случилось. Я рассказала, что по дороге в столицу она потеряла все свои деньги и несколько дней голодала. Туя и его спутницы пожалели бедняжку Я и накормили ее сытным обедом. Ии с аппетитом поглощала еду. Пока она ела, Эльза предложила ей отправиться вместе с ними в столицу, потому что они тоже туда направлялись. Ии согласилась, и они вместе пообедали. По дороге в столицу Линдси дала Туе словарь магических заклинаний и посоветовала ему выучить их, чтобы стать настоящим магом.
Туя открыл словарь и прочитал все, что там было написано о магических заклинаниях и прочем. Линдси и Эльза тоже обсуждали некоторые аспекты магии стихий и все, что с ней связано. Туя нашел в книге полезное заклинание. Он произносит заклинание и с помощью него призывает ленту Евы. Девушки удивлены и рады, что Туя так быстро освоилась. Вернув ленту Евы, Туя приступает к изучению оставшихся заклинаний в книге. Он усиливает свое обоняние с помощью магии защиты Эльзы и чувствует запах крови в воздухе. Он быстро сообщает об этом Еве и направляется к источнику запаха. Добравшись туда, они видят, что на каких-то путников напал волшебник. Они немедленно бросаются в бой и уничтожают всех приспешников волшебника. Когда нападавший повержен, они подходят к повозке и обнаруживают, что Лайм, один из слуг, тяжело ранен стрелой в грудь. Туя с помощью магии извлекает стрелу из его груди и полностью исцеляет его. После нескольких секунд лечения Лайм полностью восстанавливается. Путешественники представляются как Суши, Герния, Артлинда и Лайм, ее слуга. Почти сразу же Эльза и остальные склоняются в поклоне, чтобы выразить свое почтение дочери герцога. Оказывается, отец Суши – младший брат короля этой страны. После того, как Суши и ее спутницы благодарят их, Туя и девушки следуют за Суши и ее слугой в королевскую столицу. Через несколько часов они добираются до королевского замка. Отец Суши, который уже давно ждет свою дочь и героев, спасших ее, выражает свою глубочайшую благодарность Туе и девушкам. За обедом Туя спрашивает Альфреда, отца Суши, не знает ли он, кто мог за ним охотиться. Альфред говорит, что это, вероятно, какой-то волшебник или бандит, который хочет вымогать у него деньги. Вскоре к ним присоединяется Суши и рассказывает о своей матери Эллен. Когда Альфред предлагает встретиться с ней, он говорит Туе, что не может этого позволить, потому что она слепа. Если бы только они могли найти кого-то, кто владеет магией пустоты, тогда, возможно, этот человек смог бы вернуть Эллен зрение. Туя, который владеет всеми видами магии, предлагает попробовать использовать магию пустоты, чтобы вернуть Эллен зрение. Он берет словарь и приходит к Эллен в ее покое. На глазах у дам и Альфреда Туя использует магию пустоты, чтобы вернуть Эллен зрение. Впервые за долгое время Эллен снова видит своего возлюбленного. Дамы тут же окружают Тую, чтобы поблагодарить его за помощь Эллен. В знак признательности Альфред платит Туе 40 платиновых монет. Туя пересчитывает их и узнает, что Альфред дал ему 40 миллионов йен. Туя пытается отказаться от подарка. Однако Альфред говорит, что он должен принять его в знак доброй воли, так как им понадобятся деньги на обратную дорогу в деревню. Позже, когда они покидают город, Е скромно просит позволить ей путешествовать вместе с Туей и другими дамами. У Туи не остается выбора, кроме как согласиться, чтобы между ними воцарился мир. Когда они идут по улицам столицы, Туя и 3 другие дамы видят потерявшуюся девочку. Они подходят к ней и спрашивают, где она живет. Девочка, которую зовут Арма, говорит Туе и остальным, что она потерялась и не может найти свою старшую сестру. Туя с помощью смартфона находит старшую сестру Армы и возвращает ее домой. Туя уходит от них и возвращается через несколько часов в пальто, которое обладает какими-то особыми магическими свойствами. Он говорит, что они вернутся в гостиницу, когда на его телефоне будет 18 часов ровно. Ночью идет сильный дождь, поэтому Туя наблюдает за тем, как хозяин и его друг играют в сеги на доске, которую он сделал для них несколько дней назад. Туя узнает, что девушкам пришлось выйти из дома под дождем, чтобы помочь людям в городе. В этот момент они возвращаются с прогулки и приносят подарки всем, включая герцога. Туя должен отнести рулет с кремом для герцога и его семьи в знак благодарности за их гостеприимство. Туя использует заклинание телепортации, чтобы попасть во дворец герцога. Он передает семье герцога рулет с кремом и приглашает их сыграть в сеги. Альфред садится за стол, чтобы изучить правила игры, а его дочь наблюдает за ними. Вскоре Суси начинает щекотать Тую, и он разрешает ей поиграть в игру. Туя терпит пытки Суси до поздней ночи. На следующий день Туя и девушки приходят в гильдию, чтобы узнать, какие задания им доступны. Туя предлагает им сразиться с мегаслизнями, но девушки отказываются. Он находит другое задание, и девушки соглашаются. Они записываются на это задание и сразу же отправляются в лес. Там они встречают нескольких магических существ и вместе с ними сражаются, чтобы победить их. Когда они заканчивают, они немного отдыхают, прежде чем отправиться на поиски сокровищ. Туя использует заклинание поиска, чтобы найти историческую реликвию в жуткой системе пещер. Линдси расчищает им путь в систему пещер, и они все вместе спускаются в темную и жуткую пещеру. Линдси использует заклинание освещения, чтобы создать немного света, чтобы они могли ориентироваться в пещере. Пройдя несколько метров вперед, они видят на стене древние письмена. Туя достает свой смартфон и фотографирует их. Затем они находят на стене заклинание, которое приводит их к камню земли. Поскольку Туя единственный из них, кто может использовать магию земли, девушки дают ему возможность активировать механизм. Туя использует свою силу, чтобы активировать камень, и открывает дверь в потайную комнату. Они попадают в потайную комнату и видят стеклянную статую, стоящую на камне. Пока они пытаются что-то выяснить, камень оживает. Туя использует заклинание телепортации, чтобы перенести себя и девушек за пределы пещеры. К сожалению, существо следует за ними и нападает. Туя и девушки вместе пытаются атаковать стеклянное существо, но все
все их попытки тщетны. Туи решает попробовать один способ. Он использует заклинание телепортации, чтобы притянуть к себе красный шар существа. Затем он бросает его в Эльзу, которая разбивает шар на мелкие кусочки. Этот план срабатывает, и стеклянное существо рассыпается на мелкие осколки. Теперь, когда они выполнили задание, они возвращаются в королевский дворец, чтобы доложить герцогу о результатах. Герцог благодарит их за службу и получает всю необходимую информацию о чудовище. После их небольшой встречи Туи провожает девушек домой. В гостинице Туи делает копии фотографий, которые он сделал в руинах, и телепортируется в дом Альфреда, чтобы отдать ему копии. Прибыв туда, он видит, как Альфред в спешке выходит из дома. Очевидно, его брат и король империи были отравлены. Альфред направлялся во дворец, чтобы разобраться в ситуации и попрощаться с братом. Туи следует за ним во дворец. По дороге Альфред рассказывает Туи, что подозревает, что его брат был отравлен людьми из королевства Мисмит, поскольку они находятся в состоянии серьезной конфронтации с королевством его брата. Отравление короля с целью заключения политического брака с его дочерью, принцессой Юминой, не кажется таким уж невероятным. Туи серьезно задумывается над этим и решает ничего не говорить, пока сама не убедится в этом. Добравшись до дворца, граф Бальза, старый и скользкий слуга его величества, встречает их с издевкой и говорит, что они поймали преступника. На вопрос графа Альфред узнает, что преступник – посланник из королевства Мисмит. Альфред не позволяет графу трогать посланника, пока король не придет в себя. Альфред приводит Туи к королю и позволяет ему использовать магию исцеления на короле. Операция Туи проходит успешно, и король быстро приходит в себя. Король и его семья благодарят его за помощь. Даже маг короля, прекрасная Шарлотта, заходит к нему, чтобы восхититься этим красивым молодым магом, который владеет магией исцеления. Туи очень нервничает и принимает все благодарности. Теперь, когда король пришел в себя, пора найти виновного. Они вызывают Ольгу Странт, посла из королевства Мисмит, чтобы она объяснила свои действия. Туи узнает в ней старшую сестру Армы. Он отказывается верить, что такой приятный человек мог совершить подобное. Поэтому он просит короля предоставить ему доступ к месту преступления. Прибыв на место, Туи с помощью магии поиска обнаруживает яд в комнате. Он просит короля и графа Бальсу явиться на место преступления. Прибыв туда, Туи говорит им, что преступник находится среди них. Почти сразу же граф Бальса начинает потеть. Туи берет бутылку вина и доказывает всем, что яд был в бокале короля, а не в бутылке. Граф Бальса понимает, что его разоблачили, и пытается сбежать. Однако Туя останавливает его с помощью магии и разоблачает его. Принцесса Юмина очень смущена умом Туи, она не сводит с него глаз. Разоблачив графа, Туя пьет чай с королем и его семьей. Во время беседы Юна объявляет Тую своим женихом. Туя выплевывает чай, когда родители Юны сразу же одобряют брак своей дочери. Туя пытается отказаться от брака, говоря, что он еще слишком молод. Тем не менее, король и королева говорят ему, что они могут подождать, пока он не достигнет совершеннолетия, прежде чем они поженят их. Туя соглашается стать женихом Юны. После встречи Туя получает звонок от создателя, который поздравляет его с недавней помолвкой. Туя лишь бормочет что-то в ответ и кладет трубку. В следующей сцене Туя рассказывает своим людям о своей недавней помолвке. Юна присоединяется к девушкам и просит их принять ее в свою команду для охоты. У группы нет другого выбора, кроме как согласиться взять Юмину с собой. Во время их следующей миссии в гильдии они берут Юну с собой. Юмина призывает волков и приказывает им найти в лесу Йети. Вскоре Йети выбегают из своего укрытия, преследуя волков. Туя и его команда, которая уже поджидает Йети, используют свои магические заклинания, чтобы уничтожить их всех. После выполнения задания Туя хвалит своих девочек за то, что они самые милые и в то же время самые сильные из всех, кого он когда-либо видел. После их разговора Туя и его команда возвращаются в город. После того, как Туя сдал Йети на оценку и получил за них деньги, он решает заключить договор с небесным зверем. Он призывает зверя, похожего на снежного тигра, и демонстрирует ему свою огромную магическую силу. Снежному тигру ничего не остается, как подчиниться зову своего хозяина. Чтобы закрепить договор, снежный тигр просит Тую дать ему имя. Туя называет его Кахаку и скрепляет договор. Теперь перейдем к следующей части. На этот раз Кахаку просит Тую позволить ему всегда быть рядом. Поскольку он слишком большой, чтобы следовать за ним, Кахаку превращается в белого кота. Дамы видят милого белого кота и начинают с ним играть. Во время следующего задания дамы немного волнуются, так как им предстоит исследовать монстров-слизней. Согласно легенде, эти монстры-слизни известны тем, что растворяют женскую одежду и обнажают некоторые части тела перед извращенцами. Для Туи это хорошая новость, поэтому он призывает девушек собраться с духом и принять новое задание со всей серьезностью. Поскольку у них нет выбора, девушки продолжают свой путь к логову монстров-слизней. Добравшись до места, Туи и девушки встречают своего первого монстра-слизня. Они идут в библиотеку, чтобы найти всю возможную информацию о монстрах-слизнях. Девочки стараются не делать лишних движений, чтобы не наступить на слизняков. Тем временем Туя и его питомец, белый тигр Кахаку, продолжают отгонять зеленых слизняков, встречающихся им на пути. Они изо всех сил стараются
стараются не подпускать к себе слизняков. К сожалению, удача не на стороне девушек, и они все-таки умудряются поскользнуться и упасть в зеленую слизь. Монстры-слизни делают свое дело и отрывают куски одежды с тела девушек. Туя использует заклинание, чтобы вернуть одежду на место, и смотрит на порванную одежду. Девушки очень смущены и дают ему пощечину. После того, как они приводят себя в порядок, Туя и девушки продолжают свой путь по зданию, чтобы найти еще слизняков. По дороге они находят манекены, у которых, кажется, двигаются груди. Оказывается, они были сделаны для того, чтобы имитировать женскую грудь. Девушки уничтожают слизняков и продолжают свой путь. Они добираются до комнаты исследователя слизняков и находят там других слизняков. Эти слизни превращаются в настоящих женщин. Девушки быстро закрывают глаза Туе, чтобы он не видел, как они готовят здание к очищению. К ночи они поджигают все здание и завершают свою миссию. На следующий день Туя берет Кохаку на прогулку по городу. Они встречают маленькую девочку, которая, кажется, потеряла свою маму. Туя подходит к ней и с помощью карты в своем смартфоне находит ее маму. Вернув девочку матери, Туя объясняет ей, как работает поиск с помощью телефона. Он говорит девочке, что с помощью GPS-навигатора в его телефоне можно найти что угодно в мире. Ты просишь его воспользоваться телефоном, чтобы найти ее брата и узнать, чем он занимается. Туя ведет тебя в ресторан и с помощью GPS-навигатора на своем телефоне находит ее брата. Он рассказывает ей, чем занимается в данный момент, и она радуется, что ее брат жив. После обеда Туя возвращается в свою комнату в гостинице. Он произносит несколько магических заклинаний и наделяет камеру способностью видеть сквозь стены. Он фокусирует объектив на стене перед собой и видит, как Эльза в нижнем белье переодевается. В этот момент к нему заходит Линда, чтобы посоветоваться. Очевидно, у нее возникли проблемы с чтением новых магических заклинаний из свитка, написанного на древнем языке. Туя помогает ей, создавая иллюзию, которая может читать древние магические заклинания. Линда надевает очки, узнает новые заклинания, которые можно использовать для усиления ее водной магии. Она находит нужное заклинание и отправляется в лес, чтобы опробовать его. Она тренируется и несколько раз терпит неудачу. Затем она отдыхает и продолжает тренироваться, пока у нее не заканчивается мана. Туя помогает ей восстановить ману и придает ей уверенности, чтобы она смогла сама разобраться в заклинании. Линда тщательно обдумывает свои ошибки и исправляет их при следующей попытке. Наконец, она овладевает техникой водной магии с помощью водяной бомбы. Она использует водное заклинание в их следующей миссии и помогает легко победить монстра. После миссии Эльза направляется в оружейную, чтобы выкупить свои доспехи, которые сломала во время последней миссии. По дороге домой Туя покупает Эльзе красивое платье и заставляет ее надеть его. Эльза, которая считает, что такое платье ей не к лицу, надевает его и выглядит великолепно. Когда они возвращаются домой, то получают письмо из королевского дворца, в котором их приглашают во дворец, чтобы посвятить в рыцаре за спасение короля. Туя спрашивает, может ли он отказаться от этого предложения, и Юмина говорит, что может. Однако он должен будет объяснить причину отказа на публике. Туя вздыхает, так как у него нет выбора, и он вынужден отправиться во дворец. Туя вежливо отказывается от предложения короля стать рыцарем. Король все же дарит Туя особняк в благодарность за помощь королевской семье. Туя и девушки отправляются в особняк, чтобы осмотреть его. Прибыв на место, Туя приглашает их пожить в особняке вместе с ним. Девушки очень рады и надеются, что не помешают Туе и его будущей жене. Туя говорит им, что любит всех 4 девушек одинаково, как и свою семью. Девушки осматривают роскошные комнаты особняка. Позже в особняк прибывают их дворецкий, отец Лиама и несколько других слуг, чтобы продолжить выполнять свои обязанности по поддержанию порядка в особняке. Представившись, слуги разошлись. Через несколько часов к Туе в гости приходят Альфред и его дочь Суши. Когда они садятся за стол, Альфред просит Тую об одолжении. Он и его люди хотят воспользоваться заклинанием Туи, чтобы телепортироваться в Мисмейт. Поскольку Туя не может телепортироваться в место, которое он никогда не видел, Альфред просит его отправиться туда первым. В следующей сцене Туя и его люди отправляются в путешествие вместе с лучшими воинами Мисмида, чтобы добраться до королевской столицы Мисмида. Все они собираются у внешних ворот королевства, прежде чем отправиться в путь. Чтобы развеять скуку, Туя и его девочки играют в настольные игры. С наступлением темноты они разводят костер, и Туя рассказывает им сказку. Когда он заканчивает свой рассказ, Ольга замечает, что какие-то бандиты устроили на них засаду, чтобы украсть их имущество. Туя достает свой телефон, помечает их всех и использует заклинание паралича, чтобы уничтожить всех бандитов, прячущихся на деревьях. Затем они собирают их всех и обдумывают, что с ними делать. Пока они разговаривают, Туя и его девочка замечают некую связь между неким рыцарем, рыцарем-львом и Ольгой. Похоже, она нравится льву, но он был слишком напуган, чтобы признаться ей в этом. Туя и девочки решили помочь льву встретиться с Ольгой до того, как они доберутся до Капитолия. На следующий день группа делает остановку в маленьком городке. Туя, Юмина и Арма замечают, как Лайн проверяет подарки. Они подходят к нему и спрашивают, для кого он покупал этот сувенир. Лев лжет и говорит, что это для его матери. Туя отказывается выходить из себя. Арма стильно рассказывает льву, что нравится ее сестре, и они все уходят. Прежде чем скрыться из виду, они заглядывают к Лайону и видят, что он покупает точно такую же вещь. Позже Туя возвращается к своим фургонам. Там Туя чувствует что-то странное, как будто кто-то следит за ними. Он пытается использовать свою магию, чтобы найти их. Однако этот человек скрывает свою ауру. Вскоре они находят Ольгу и видят, что она носит аксессуар для волос, который Лайн купил
поступил ей ранее. Они продолжают свой путь в столицу и натыкаются на что-то большое в глубине леса. Оказывается, дракон взбесился и напал на город Элт. Туя и его люди быстро прибывают в город, чтобы защитить его от нападения драконов. Прибыв на место, Туя обездвиживает дракона и отрубает ему крылья. Дракон продолжает извергать пламя, не желая сдаваться. В конце концов, прибывают другие девушки и помогают Туя окончательно победить дракона. Но прежде чем они успевают отпраздновать победу, появляется красный дракон, который правит священной землей и забирает своего взбунтовавшегося товарища. Чтобы наказать его, Туя обездвиживает его и отрубает ему крылья. Дракон отказывается сдаваться и продолжает извергать пламя. В конце концов, другие девушки приходят на помощь Туе и окончательно побеждают дракона. Но прежде чем они успевают отпраздновать победу, появляется красный дракон, который правит священной землей и забирает своего взбунтовавшегося товарища. Узнав, насколько могуществен Туя, он склоняется перед ним и приносит свои извинения за поведение его товарища. Все возвращается на круги своя, и Туя отдыхает на коленях у своей невесты. Проснувшись на следующее утро, он узнает, что девушки поспорили на него, пока он спал. Хотя он в ярости от того, что делают девушки, Туя просто стоит и наблюдает за ними. Через несколько часов после пробуждения Туя и девушки начинают восстанавливать деревню, которую разрушил прошлой ночью взбунтовавшийся дракон. Они отрезают несколько частей тела убитого дракона и передают их жителям деревни, чтобы они могли как можно скорее восстановить деревню и наладить в ней жизнь. Рыцари из отряда Мисс Смит, Леон и его товарищи восхищаются готовностью Туи помочь деревне, хотя он и не обязан этого делать. В тот же день старейшина деревни дарит Туе один из клыков дракона в знак благодарности за его неоценимую помощь. Туе уже готов отказаться от подарка, но тут вспоминает, как полезен этот клык для усовершенствования его оружия. Туе берет подарок и продолжает свой путь в королевство несовершенных вместе со своим народом. К вечеру они прибывают в столицу несовершенных. Король принимает их с распростертыми объятиями и благодарит Тую за помощь в уничтожении дракона-изгоя и спасения одной из деревень. После необходимых церемоний король несовершенных узнает, что король Белфаста, королевства Туи, хочет заключить союз с королевством несовершенных. Король принимает посланника из Белфаста и предлагает устроить поединок между ним и Туи, убийцей драконов. Оказывается, король несовершенных из тех, кто предпочитает проверять силу других в бою. Туя готовится к поединку с королем несовершенных. Когда начинается бой, Туя использует заклинание нулевой магии, чтобы заставить короля споткнуться и упасть, тем самым завершая поединок. Очевидно, что королю это не нравится, и он требует реванша. На этот раз между ними завязывается серьезный бой. Туя пытается применить некоторые заклинания из своей книги, но король оказывается слишком быстрым для него. В какой-то момент король использует заклинание нулевой магии Аксель, которое значительно увеличивает его скорость, чтобы атаковать Тую. Туя уклоняется от атаки и использует то же заклинание Аксель, чтобы увеличить свою скорость. Оба противника исчезают, двигаясь со скоростью света. Единственное, что можно было увидеть, это вспышки от ударов их мечей. В конце концов, Туя одерживает победу над королем. В ту же ночь Туя и его люди присутствуют на королевском банкете, устроенном в их честь. Тут Туя достает свой смартфон, чтобы сфотографировать прекрасных дам в их роскошных нарядах. Король, очарованный его телефоном, просит Тую сфотографировать и его. Туя делает это и очень устает. Он выходит из зала, чтобы немного отдохнуть. В коридоре он находит игрушечного медведя и идет за ним в темную комнату. Там он видит старца из сказочного народа, который сидит на стуле в дальнем углу комнаты. После того, как они представились друг другу, старец рассказывает о заклинании, которое он использовал, чтобы заставить медведя двигаться. Очевидно, это заклинание можно использовать для управления неодушевленными предметами и получения от них определенных действий. Туя сразу же понимает, как это работает, и производит впечатление на старца. Она просит его стать ее учеником, но Туя отказывается. Той ночью, лежа в постели, он придумывает, как использовать это заклинание для создания нового оружия. На следующий день он забирает клыки дракона из деревни Эльт и отправляется в лес с Линдси и Юминой. Там он с помощью заклинания создает пистолет и несколько пуль из клыка, а затем использует заклинание, чтобы научить пистолет автоматически перезаряжаться. Первые несколько выстрелов получаются неточными, поэтому он вносит некоторые изменения и повышает точность стрельбы. Линдси и Юмина просят дать им пистолет. Туя показывает им каталог в интернете и предлагает выбрать тот, который им понравится. Затем он модифицирует свой пистолет, чтобы тот мог превращаться в меч по желанию. После их творческой работы в лесу Туя и девушки возвращаются в город. Они находят в городе ресторан и решают перекусить, заказав традиционное блюдо Мисс Смит. Однако, прежде чем они успевают войти, Туя замечает двух мужчин, которые наблюдают за ними. Он связывается со своим зверем и, чтобы отвлечь внимание шпионов, начинает с ними заигрывать. Увидев его, они тут же убегают. Туя, не теряя времени, бросается за ними в погоню. Сбив их с ног, он случайно хватает одного из преследователей за грудки. Он узнает, что за ними следили женщины. Дамы объясняют Туя, что король приказал им постоянно следить за ними. Туя понимает, что они не виноваты, и отпускает их. Он возвращается в ресторан и съедает острое блюдо из курицы. На следующий день Туя с помощью заклинания телепортации переносит короля Белфаста и Альфреда во дворец Мисс Смит. В финальной сцене Лиан обещает в ближайшее время навестить Белфаст, чтобы увидеть свою ученицу Шарлотту. Теперь, когда его работа у Мисс Смит закончена,
Туя телепортируется вместе с девушками обратно в свой особняк в Белфасте. Лами и другие слуги встречают их в особняке. Юмина дарит своим слугам красивые сувениры из королевства Мид. Туя впервые за несколько дней ложится на кровать и засыпает со своим зверем. Он просыпается поздно вечером, чтобы принять ванну. Затем он выходит из ванны, идет в гардеробную и видит там девушек в нижнем белье. Он получает выговор за это. Девушки обещают, что Туя больше никогда в жизни не будет так делать. После того, как Туя выслушал выговор, он выходит на улицу, чтобы продолжить практиковаться в заклинаниях. Вскоре к нему заходит Альфред, чтобы навестить его. Он спрашивает Тую, что он делает, и Туя отвечает, что он пытается собрать велосипед. Очевидно, что Альфред никогда в жизни не видел велосипеда, поэтому он благодарит Тую за помощь и ждет, когда тот закончит собирать велосипед, чтобы он смог на нем прокатиться. Через полчаса Туя собирает ему первый велосипед. Альфред пробует прокатиться на нем и несколько раз падает. Вскоре дамы замечают, что во дворе что-то происходит. Они видят, что герцог королевства катается на велосипеде и решают присоединиться к нему и научиться кататься. Через несколько часов дамы превращают катание на велосипеде в соревнование. Эльза начинает соревноваться с другими и старается ездить на велосипеде быстрее, чем ее сестра. В конце концов они догоняют герцога и устраивают с ним гонки. Туя просто стоит и наблюдает за ними, пока не происходит что-то плохое. После веселой гонки и падений с велосипедов Альфред просит Тую собрать еще один велосипед. Туя отправляется в город за материалами. По дороге он встречает в переулке девушку, которую грабят. Естественно, Туя помогает ей и стреляет в грабителей из пистолета. Девушка благодарит его за спасение и спрашивает, есть ли у него что-нибудь поесть. Оказывается, она воровала у грабителей и была готова к тому, что ее накажут. Туя ведет Рённи девушку на скамейку и покупает ей что-нибудь перекусить. Оказывается, что бедная девушка-сирота, которой ничего не остается, кроме как спать на улице. Туя предлагает ей работу в его особняке, чтобы она могла получать зарплату. Рен благодарит его за предложение и возвращается с ним в особняк. Там Рен переодевается в одежду какой-то служанки и становится слугой Туи. Приходят другие служанки и забирают ее, чтобы она могла начать учиться быть служанкой. Туя понимает, что забыл купить велосипедные принадлежности, поэтому он возвращается в город вместе с дамами, чтобы купить необходимые принадлежности. Там они находят Арму и присоединяются к ней, чтобы продолжить поход по магазинам. Они находят Льва и Ольгу, сестру Армы, прогуливающимися вместе. Они следуют за этими двумя и шпионят за ними. Пока они наблюдают из-за углов, Туя и другие дамы узнают, насколько застенчивым был Лев, когда держал Ольгу за руки. Дамы спрашивают Тую, почему мужчины так стесняются их. Туя вежливо игнорирует их и просто продолжает присматривать за Лайном и Ольгой. Они следуют за ними в ресторан, чтобы шпионить за ними. Туя достает свой телефон и с помощью рентгеновских камер наблюдает за ними обоими. Ольга, кажется, очень хорошо проводит время, так как ее лицо краснеет. После их свидания Ольга выходит из ресторана. Арма спешит на встречу со своей сестрой. Однако она сталкивается с королем Мисс Мид. Король Мисс Мид присоединяется к подросткам и шпионит за Львом и Ольгой. Лев все не решается прикоснуться к Ольге, и это вызывает отвращение у короля Мисс Мид. Вскоре какие-то мошенники нападают на киоски рядом с ними. Лев противостоит мошенникам и бросает им вызов. Туя и король очень боятся Льва, поэтому они переодеваются, чтобы их не поймали. К несчастью для них, Лев видит их насквозь и догадывается, что это они. Туя устает шпионить за ними и прямо заставляет Льва признаться в своих чувствах к Ольге. К счастью, Ольга чувствует то же самое и соглашается пойти с ним на свидание. После победы Туя возвращается в свой особняк и встречает там Лиан и ее ученицу Шарлотту. Туя спрашивает, что они здесь делают, и Лиан отвечает, что они пришли узнать о монстре с красным шаром, которого он уничтожил несколько недель назад. Она рассказывает, что красный шар принадлежал магическому существу с прозрачным телом, которое называется Фраза. Туя говорит, что будет следить за ним. Лиан рассказывает Туе и его людям плохие новости. Оказывается, она какое-то время пробудет в Белфасте. Она просит Тую помочь ей добраться до древних руин в Эшине, на родине Е. Чтобы понять, где это место находится, Лиан просит Тую использовать заклинание воспоминания, чтобы найти воспоминания об Эшине в голове Е. Туя подходит к Е и использует заклинание воспоминания, чтобы найти улицы Эшина. После ритуала Лиан просит его открыть врата в это место. Туя открывает врата и телепортирует Лиан и девушек в руины в Азии. После того, как Туя и дамы телепортируются в Эшин, он ведет их в Аэдо, родной город Е в Эшине. Пока они идут по мрачному городу, Джея рассказывает своим спутницам о культуре своей страны. Эльза и Линда узнают, что в Эшине жизнь немного отличается от Белфаста. Позже Е приводит своих людей в дом своего отца в городе. Придя туда, она замечает встревоженное выражение лица матери и спрашивает, где ее отец. Мать Е рассказывает, что ее отец, брат и остальные мужчины из города несколько дней назад ушли сражаться с армией клана Такеда. Е очень волнуется и спрашивает мать о войне. К сожалению, дела у воинов Аэда шли не очень хорошо, так как армия Такеды была очень сильна. Туя и остальные члены отряда предложили помочь воинам Оэдо в борьбе с кланом Такеда. Туя использует заклинание телепортации, чтобы перенести себя и девушек в лес неподалеку от крепости Аэдо. Е становится очень беспокойной и просит Тую перенести ее к брату. Однако Туя чувствует, что впереди их ждет опасность, поэтому он первым отправляется в крепость. Когда он добирается туда, Дзутара, брат Джаи и несколько других солдат вызывают Тую на поединок, спрашивая, кто он такой и откуда.
ниоткуда. Туя представляется другом Джаи и телепортирует всех в крепость. Вскоре Ева соединяется со своим братом. Джуда Рао благодарит Тую за помощь и говорит своей сестре, что с их отцом все в порядке, он защищает короля. Туя использует заклинание света и исцеляет всех раненых воинов Аэдо. Затем он спрашивает у Тара о том, что армия Такеды осаждает их крепость. Дзутара говорит ему, что его людям трудно справиться с армией Такеды, так как они превратились в зомби. Дзутара также говорит Туе, что они узнали, что армию зомби можно уничтожить только если снять маски которые они носят на лицах. Туя тут же использует заклинание света, и его луч света уничтожает всех зомби Такеды перед крепостью. Воины Аэда издают победный клич и благодарят своего спасителя Тую. Вскоре появляется Ииша, глава клана Токугава, чтобы лично поблагодарить Тую и его команду за помощь в борьбе с армией зомби. Затем они обсуждают дела. Оказывается, Шингён, настоящий лидер клана Такеда, уже умер. Армия зомби, которая напала на них ранее, была под предводительством его стратега, владеющего темной магией. Аиша говорит Туе, что подлинность новостей еще не подтверждена, но они продолжают расследование. В этот момент к ним подходит один из 4 генералов Такеды, воин Кусака, Цубаки, с секретным письмом от своего господина. В письме содержится просьба о помощи Аиши в спасении 3 других генералов, захваченных в плен на территории Такадана. Туя решает незаметно проникнуть на базу, прежде чем нанести удар. Он спрашивает у Лиан Феи, не может ли она сделать их невидимыми на короткое время, чтобы они смогли пробраться туда, не поднимая тревоги. Туя выбирает тех, кто пойдет с ним, и читает мысли Цубаки, чтобы понять, куда они направляются. Той ночью Туя телепортируется на территорию Такадана. Как только Лиан делает его невидимым, он пытается телепортироваться на вражескую территорию. Однако его останавливает воздвигнутый барьер, не позволяющий ему проникнуть внутрь. Лиан начинает шалить и играет с грудью Цубаки. Поскольку они невидимы, она обвиняет в этом Тую. Цубаки стонет от смущения и удовольствия. Туя прекращает это безобразие и вместе со своей командой из 3 человек проникает в подземелье Такадана. Он освобождает 3 генералов и направляется к талисманам, удерживающим барьер Такеды. Уничтожив их, Туя расправляется с солдатами они в масках и телепортирует их к темному стратегу, который, как оказалось, ждал их. Стратег обращает против них их погибшего товарища Аяката. Туя побеждает его и сталкивается с врагом лицом к лицу. Стратег показывает красный шар, который находится у него в глазах, и хвастается тем, что обладает всей силой мира. Туя использует заклинание апорта, чтобы забрать шар и уничтожить его. Почти сразу же тело стратега рассыпается в прах, и он умирает. На следующий день Айша рассказывает Туе, что руины Нануя находятся на дне океана. Он также упоминает, что уже бывал на острове неподалеку от руин и до сих пор помнит его. Туя использует заклинание воспоминания, чтобы узнать у Айши, где находится остров, а затем с помощью заклинания портал телепортируется вместе с девушками на ближайший к руинам пляж. Как только они добираются до пляжа, Туя и девушки спешат окунуться в прохладную воду. Так как у них нет купальников, они просят Тую перенести их в Белфаст, чтобы они могли их купить. Туя выполняет их просьбу и переносит их в Белфаст, чтобы они могли купить купальники. Они возвращаются на пляж с герцогом, королем и другими слугами, чтобы немного отдохнуть от своих обязанностей. Туя ставит для девушек палатки, чтобы они могли переодеться. Теперь, когда все переоделись в купальники, они возвращаются на пляж, чтобы присоединиться к остальным. Девушки смотрят на Тую, ожидая, что он одобрит их купальники. После нескольких неловких моментов Туя отводит взгляд и идет купаться в море. Вокруг столько обнаженных женских тел, что Туя не может оторвать взгляд от их мягких упругих грудей. Вскоре Суси и Арма присоединяются к девушкам, чтобы поиграть в пляжный волейбол. Туя так засмотрелся на девушек в воде, что не заметил Сесиль, стоящую позади него. Обернувшись, он смотрит на ее грудь. Туя любуется тем, к чему, возможно, никогда не прикоснется, и разрешает Сесиль присоединиться к девушкам в воде. Внезапно Туя слышит крики мужчин где-то поблизости и идет на звук. Оказывается, король и его брат тоже устроили состязание. Он возвращается в свою палатку и отдыхает. Юмина подходит к нему в своем красивом купальнике и приглашает его поплавать в океане. Однако Туя отказывается и предпочитает отправиться на поиски руин. Юмина понимает это и уходит. В это время Леандр встречается с Туей и снова начинает его дразнить. Повеселившись, Юмина говорит Туе, что им нужно вернуться к поискам руин. Леандр не умеет плавать, поэтому Туя решает сам проверить, что там внизу. Он ныряет в океан, но не может долго задерживать дыхание. К счастью, его спасает Кахаку, его зверь, и он не тонет. Придя в себя, Туя и Леандр спрашивают Шарлотту, знает ли она заклинание, которое позволяет дышать под водой. Шарлотта не может вспомнить ни одного такого заклинания. Внезапно Кахаку вспоминает о зверях черного монарха. Туя и Кахаку немедленно вызывают их.
Они произносят заклинание призыва и призывают в свой мир великих зверей Черного Монарха. Когда звери появляются, они вспоминают своего старого друга и спрашивают о его хозяине. Услышав, что Туя хозяин Кахаку, они вызывают его на бой, чтобы доказать свою силу. Если Туя победит, они заключат с ним договор. Туя достает свой пистолет и заряжает одну из пуль заклинанием скольжения, которое действует бесконечно. В результате звери Черного Монарха постоянно спотыкаются и падают, пока не сдаются. Тем временем девушки играют в волейбол в нескольких метрах от Туи. Во время игры у Линдси расстегивается лифчик. Она быстро поправляет его, чтобы Туя не заметил. Через несколько часов после начала дня звери Черные Монархи устают и сдаются Туе. Услышав его просьбу, звери уменьшаются в размерах и активируют заклинание защиты от воды на своем новом хозяине. Туя накрывается защитным пузырем и направляется к океану. По пути к океану все 4 девушки выстраиваются в очередь и просят Тую выбрать из них его любимую женщину. Туя волнуется и вместо этого выбирает Суши. Девочки разочарованы, но они смиряются с этим и присоединяются к нему, чтобы поиграть. К вечеру Туя опускается на дно океана и ходит под водой, как будто он на суше. Он входит в руины и активирует магический круг внутри них. Механизм запускает систему телепортации, которая переносит Тую на плавучий остров. По прибытии туда к нему приближается человекоподобная машина по имени Франческа, на которой ничего не надето ниже пояса. Она представляется и приглашает Тую в воздушный сад, которому 5000 лет. Туя спрашивает Франческу, почему на ней ничего нет ниже пояса. Чоска говорит ему, что именно так ее запрограммировал ее хозяин. Туя спрашивает ее, не могла бы она что-нибудь надеть. Чоска достает юбку и надевает ее. Затем Туя расспрашивает ее обо всем этом месте. Оказывается, плавучий остров называется Вавилонский сад и был построен профессором несколько тысяч лет назад. Чоска упоминала, что она робот-андроид, созданный для ухода за садом в отсутствие своего хозяина. После этого объяснения Чоска становится очень чувственной и постоянно просит Тую прикоснуться к ней в ее интимной зоне. Конечно же, Туя отказывается прикасаться к этому уроду. Туя, конечно же, представляется как Туя. Чоска рассказывает Туе, что остров был создан 5 лет назад профессором Вавилоном, могущественным магом, который владел всеми видами стихийной магии. Она поручила Ческе следить за садом, пока не появился гость, который заявил, что сад принадлежит ему. Поскольку Туя единственный гость, которого принимал этот сад за последние 5 лет, он должен взять на себя заботу о нем. Ческа объясняет, почему она с радостью передаст ему все полномочия. Очевидно, если бы Туя с самого начала была с ней более чувственной, она бы отвергла его. Но поскольку он не поддался своим желаниям, он получает право взять на себя заботу о саде. Туя в растерянности и не понимает, кто такая Чоска. Сесиль и другие дамы играют на пляже, собирая крабов и других мелких ракообразных. В какой-то момент они начинают беспокоиться о Туе и гадают, все ли с ним в порядке. И тут, как по волшебству, появляется Туя и переносит их всех на остров с помощью заклинания. Теперь на парящем острове Чоска сообщает всем девушкам, что право владения парящим островом перешло к ее любимому хозяину и мужу Туи. 4 девушки требуют объяснений от Туи. Хуже всего то, что Чоска рассказывает девушкам, что она показала Туи свое нижнее белье. Линца, самая застенчивая из них, усаживает Тую и начинает его расспрашивать. Лин встает на его защиту и просит Линцу не судить Тую слишком строго. Он, вероятно, не знает, как девушки к нему относятся, поэтому он не обязан им потакать. Линца понимает это и перестает давить на Тую. Позже 4 девушки Ее, Линце, Эльза и Юмина гуляют по саду. Юмина останавливает их и напоминает о разговоре, который состоялся у них в особняке. Оказывается, Юмина знает, что 3 другие девушки влюблены в Тую. Она предлагает им всем вместе признаться Туе в своих чувствах и попросить его руки. Девушки смущаются, их лица краснеют от волнения и стыда. Юмина говорит, что сегодня они должны признаться Туе в своих чувствах и попросить его руки. Туя уже выбрал рис. 3 девушки уже представляли себе, как Туя женится на всех 3. Они решают признаться ему в своих чувствах и продолжают идти дальше. Тем временем Туя и Лин наслаждаются прогулкой в саду. Чоска рассказывает Туя и Лин о других островах, которые профессор создал в свободное время. Лин проявляет интерес к плавучей библиотеке и хочет узнать секреты профессора. Позже к ним присоединяются остальные девушки и слушают рассказ Чески о других островах. Лин спрашивает Ческу, может ли она связаться с другими сестрами. К сожалению, Ческа говорит, что связь с другими островами прервана. Поэтому единственный способ найти другие Вавилоны – это найти их телепортационные круги. Чоска решает покинуть сад и последовать за своим новым хозяином. Туя беспокоится, что она уйдет из сада. Однако Чоска говорит, что не стоит волноваться, что они смогут управлять садом, как только он зарегистрируется. Туя спрашивает, как они это сделают, и она целует его на глазах у всех. Во время поцелуя Чоска получает слюну Туи и записывает ее как генетическую информацию Туи. Как только она заканчивает, Линда набирается смелости, чтобы встать и признаться
признаться в своих чувствах Туе, прежде чем поцеловать его. Теперь Эльзе и Е тоже нужно признаться в своих чувствах к Туе, чтобы они могли быть свободны. После прогулки по саду Чоска возвращается домой вместе с Туей и остальными девушками. Она присоединяется к слугам, переодевается в их одежду и вместе с Лиамом начинает учиться быть служанкой. Туя возвращается в свою комнату, чтобы немного поразмыслить о том, что произошло между ним и Линдой в саду. Прежде чем он засыпает, к нему заходит Юмина, чтобы поговорить. Туя впускает ее в комнату и спрашивает, зачем она пришла. Юмина сразу же вспыхивает и говорит, что злится на него за то, что он так легко поцеловал Чоску и Линду. Она просто ревнует, потому что Туя до сих пор не поцеловал ее. Туя удивляется, что признание Линды не произвело на нее никакого впечатления. Юмина говорит, что это она подтолкнула Линду признаться ему в своих чувствах. Единственная причина, по которой она злится на Тую, это то, что он не поцеловал ее. Чтобы загладить свою вину, Туя притягивает ее к себе и нежно целует в губы. После поцелуя она спрашивает, что он думает о Линдсе. Туя говорит, что хотя он, возможно, и не любит Линдсию, она ему все равно нравится и он дорожит ею. В этот момент Линдсия материализуется в комнате. Оказывается, она была невидима и все это время наблюдала за ними. Туя подходит к ней и признается в своих чувствах. Линдсия благодарит его за честность и обнимает. Юмина тоже подходит и обнимает своего будущего мужа. Прежде чем они уходят, они просят Тую поцеловать их. Туя целует их в лоб и уходит спать. На следующий день Эльза будет Тую и выводит его во двор, чтобы он встретился с ней и Йоа. Туя спрашивает девушек, чего они хотят. Эльза и Йоа просят Тую сразиться с ними прямо сейчас. Если он победит, то Туя должен будет выполнить их просьбу. Но если он проиграет, то они отступят и больше никогда не будут говорить о своих чувствах к Туе. Они также запрещают Туе использовать магические заклинания до начала поединка. В первом раунде Туя одерживает верх. Однако девушкам удается загнать его в угол и нокаутировать. Когда он приходит в себя, Эльза и Йоа признаются ему в своих чувствах. Юмина и Линдза присоединяются к ним во дворе и просят Тую принять решение. Туя просит их дать ему время подумать и возвращается в плавучий сад. Чоска присоединяется к нему и начинает с ним разговор. Она сообщает ему, что у нее есть послание от профессора. Туя просит ее показать ему сообщение, и она достает из кармана флешку. Туя вставляет флешку в свой телефон и включает сообщение. На экране телефона появляется голограмма профессора. Она рассказывает ему о своей способности видеть будущее на несколько тысяч лет вперед. В одном из своих видений она узнала о фразе драконы, которые были одержимы идеей избавить мир от всего живого. Когда ее спросили, где они сейчас, профессор сказала, что эти фразы внезапно исчезли. Туя спрашивает, знает ли она о его будущем с 4 девушками. Профессор отказывается отвечать. Вместо этого она оставляет его наедине с его мыслями о том, что может произойти, и заканчивает разговор. Получив сообщение, Туя телепортируется на небеса, чтобы встретиться с Создателем. Создатель более чем рад снова увидеть свое творение. Туя просит совета по поводу своих отношений с девушками. Создатель призывает королеву любви, чтобы она дала Туе совет, который поможет ему разобраться в ситуации. Выслушав его, королева любви говорит, что ему нужно быть немного эгоистичным, и просит их четверых дать ему время повзрослеть и стать мужчиной, которого они полюбят и будут ценить. Я имею в виду, что им всем сейчас не больше 16 лет. Когда мне было столько же, я еще учился в школе. В общем, Туя возвращается в свой особняк и просит девушек дать ему время повзрослеть, прежде чем они поженятся. Девушки соглашаются подождать. Чтобы завершить встречу, Туе нужно было поцеловать каждую из них в лоб перед тем, как уйти. Эльза подходит первой, но в итоге бьет его кулаком в живот. Лиан и несколько других слуг, стоящих у здания, смеются над тем, что происходит в комнате. Туя берет своих девушек на следующее задание. На этот раз им нужно победить мифриловых големов и забрать их сферы управления в гильдию. Йоа пытается разрубить их мечом, но ее меч ломается. Туя понимает, насколько они сильны, поэтому он телепортирует их в небо и позволяет им упасть на землю. Этот план срабатывает, так как тела големов трескаются и становятся более уязвимыми. Туя и девушки используют самую сильную магию из своего арсенала и в конце концов побеждают мифриловых големов. Забрав сферы управления големами, Туя телепортирует своих девушек домой. Рене, та самая девочка-сирота, которую Туя спас ранее, тепло приветствует Тую и его девочек. Она замечает, что кого-то не хватает, и спрашивает Тую, где Чоска. Туя вдруг вспоминает, что оставил ее в саду, и возвращается за ней. Когда они возвращаются, Чоска подает Туе чай и наливает его в чашки. Туя извиняется и хочет загладить свою вину. Тка говорит ему, что нужно купить для нее сексуальное нижнее белье, чтобы она забыла о его грехах. Оказывается, она просто пошутила. Чоска ненадолго уходит, и Туя может поговорить с Лин. Лин говорит Туе, что она собирается отправиться на другие плавучие острова, построенные профессором Вавилоном. Туя, который уже отчаялся их найти, обещает помочь. В этот момент ему звонит Создатель. Туя телепортируется на небеса. Создатель позвонил ему, чтобы узнать, как у него дела. Туя говорит Создателю, что все идет хорошо, даже лучше, чем в его прежней жизни. Королева любви заходит к нему и подшучивает над его недавней помолвкой с 4 невестами. Тем временем девушки принимают ванну в особняке. Юна и девочки рассматривают обручальные кольца, которые Туя купил и подарил каждый из них. Они благодарят Тую за то, что он наложил на кольца несколько полезных магических заклинаний, чтобы с девушками ничего не случилось. Они краснеют
краснеют от колец, и Юмина рассказывает им о своих опасениях. Видя, что Туя такой хороший человек, она боится, что какая-нибудь другая женщина воспользуется этим и испортит Тую. Они все обещают поддерживать Тую как только смогут. В следующей сцене ей и Туя идут в город за покупками. Пока они осматривают магазины, Юна нервничает и просит Тую взять ее за руку. Туя уступает ее просьбе и берет ее за руку, прежде чем они продолжат свой поход по магазинам. Позже в течение дня Юмина и Туя наносят визит королю Белфаста, чтобы сообщить о своей помолвке. Король Белфаста очень рад и просит Тую поскорее сыграть свадьбу, чтобы у него появились внуки. Королева, однако, предупреждает Тую, что найдутся и другие, кто не будет относиться к нему с должным уважением, поэтому он должен быть готов защищать Юну, когда придет время. Младшая сестра Юны присоединяется к разговору, чтобы поприветствовать свою старшую сестру. Когда они возвращаются домой, Туя спрашивает Юну, есть ли шанс, что он станет королем после их свадьбы. Юна говорит ему, что пока не стоит об этом беспокоиться. Туя решает заняться делом, чтобы завоевать расположение окружающих. Для этого он отправляется в местную гостиницу и строит там мужской и женский термальные бассейны, чтобы привлечь больше посетителей. Чтобы проверить, как это работает, он приглашает своих родных и нескольких пожилых людей опробовать бассейны. Вскоре дамы начинают посещать женский бассейн, а мужчины мужской, и все они получают удовольствие от купания. Пока Юна и девочки раздеваются, Юмина предлагает дамам рассказать о том времени, когда они поняли, что влюблены в Тую. С покрасневшими от смущения лицами дамы рассказывают о моментах, когда они поняли, что испытывают чувства к Туе. Юмина рассказывает последние, и все соглашаются, что Туя – мужчина их мечты. Пока они смеются над своими чувствами, чешка, которая принимала ванну неподалеку, пытается перелезть через забор, чтобы добраться до Туи. К счастью, парализующее заклинание, наложенное на забор, останавливает ее и отбрасывает обратно в женскую часть. Лиан, которая находится в мужской части горячих источников, сообщает Туе, что она нашла следующий плавучий остров Вавилон. Туя равнодушно относится к тому, что они нашли остров, и просто надеется, что они найдут остров и вернутся домой, хотя он и признает, что им может понадобиться сила второго Вавилона, если в его эпоху на Землю вернутся монстры. Когда они смотрят в сторону пустыни, они видят, что на людей, которые находятся на песке, нападает НЛО. Туя и остальные быстро прерывают свое путешествие, чтобы помочь им. Они успевают вовремя, чтобы отразить атаку НЛО и спасти людей на Земле. Туя и его девушки продолжают атаковать НЛО магией, но оно оказывается слишком сильным. В этот момент появляется Нде, старый друг Туи. После того, как они обменялись приветствиями, он садится в НЛО и уничтожает его. Туя удивляется и спрашивает, как ему удалось уничтожить эту штуку. Нде отвечает, что он просто использовал частоту магии, схожую с той, что была у НЛО. Нде объясняет, что НЛО, вероятно, попало в мир Туи из другого мира, и что многомерная сеть, разделяющая миры, начала ослабевать. Нде заканчивает свое объяснение и вскоре уходит. Туя и его девушки угощают путешественников водой, чтобы утолить их жажду. Их предводительница Ребекка объясняет, что они с напарником спасли нескольких девушек от рабовладельцев и теперь хотят увезти их в более безопасное место. Туя спрашивает, куда они хотят отправиться. Ребекка отвечает, что сначала они должны снять с девушек ошейники, чтобы те действительно стали свободными. Туя улыбается и с помощью заклинания снимает ошейники с рабынь. Юмина вмешивается и говорит девушкам, что они могут отправиться в Белфаст, чтобы заработать себе на жизнь. Все соглашаются, и Туя телепортирует их в Белфаст. Вернувшись домой, Лин спрашивает Тую об Энде. Оказывается, Туя встретил Энду, когда тот покупал обручальные кольца. Туя помог Энде расплатиться, потому что у того не было денег, только старая монета. Лин начинает подозревать этого парня и просит Тую быть с ним осторожнее. Девушки спрашивают Тую, что это было за существо, с которым они сражались. Туя рассказывает им о фразах и их происхождении. Он также говорит им, что, возможно, фраза, с которой они сражались сегодня, была из другого мира. Туя спрашивает Ческу, есть ли у профессора какие-нибудь изобретения для борьбы с монстрами. Ческа отвечает, что такие вещи есть. Однако они хранятся только в следующем Вавилоне. Туя очень взволнован и немедленно телепортируется вместе с девушками в пустыню Раби. Лин с помощью магии снимает невидимый барьер вокруг руин и пропускает Тую вперед. Внутри Туя добирается до магического круга и активирует механизм телепортации. Он телепортируется на следующий плавучий остров Вавилон, остров-мастерскую, и встречается с хранительницей Розеттой. Розетта останавливает его и просит предъявить какие-либо документы, подтверждающие его личность, прежде чем он сможет занять остров-мастерскую. Туя говорит ей, что он уже занял остров-сад, принадлежащий Ческе. Розетта улыбается и говорит, что ему будет гораздо проще, так как у него уже есть опыт. Туя просит его пройти тест, и Розетта говорит, что он должен угадать цвет нижнего белья, не сходя с места, где он сейчас стоит. Туя использует заклинание, позволяющее видеть сквозь одежду, и смотрит под юбку Розетты. Он видит, что на ней ничего нет, и говорит ей об этом. Розетта подтверждает его ответ и назначает его новым мастером острова мастерской. Она целует его, как это сделала Ческа, и завершает его регистрацию. После
После ужасной процедуры регистрации Туя осматривает остров-мастерскую. Он обнаруживает, что на этом острове есть много интересного. Розетта показывает ему белую комнату, в которой любой инженер может изготовить все, что он пожелает, всего несколькими нажатиями на кнопки. Чтобы проверить это, Туя просит Розетту скопировать его пистолет и изготовить его из мифрилового материала. Он просит ее создать оборудование, называемое шестеренками. Однако Розетта говорит, что не может этого сделать, так как у нее нет чертежей. Затем Туя использует врата, чтобы перенести остальных на остров в мастерскую. Он спрашивает Ческу и Розетту, могут ли они объединить оба острова. Ческа и Розетта соглашаются с идеей Туи и отправляются в Белфаст. Вернувшись в особняк, Туя говорит Ребекке, что они могут остаться в особняке, пока не найдут себе подходящую работу в городе. Ребекка и ее напарница благодарят Тую за его доброту. Несколько дней спустя Туя приходит к Ребекке и девушкам на их новое рабочее место. Он только что закончил строительство своей библиотеки в городе, поэтому он разрешает им работать в кафе. Все тепло приветствуют его и приглашают выпить с ними чашечку кофе. Туя думает о том, как успешно он ведет свой велосипедный бизнес. Он использует мастерскую на острове Розетта для массового производства велосипедов и продает их по более высокой цене. Один из освобожденных рабов жалуется Туе, что у него нет магических способностей, хотя его дед умел пользоваться магией. Туя советует парню не сдаваться и продолжать попытки. Его магические способности обязательно проявятся в свое время. После посещения библиотеки Туя вместе с Юминой отправляется в гильдию, чтобы зарегистрироваться на выполнение любого задания. Когда они приходят, служащая узнает его и спрашивает, не может ли он помочь ей найти книгу об Ордене Розы в его библиотеке. По дороге домой Юна рассказывает Туе все, что знает об Ордене Розы и о его авторе, который также является ее близким другом и принцессой империи Рифридж Рейн Рифрис. Услышав все это, Туя решает сначала уничтожить кровавого краба в пустыне, а потом уже взять книгу. Он переносит Юну прямо в лес и в считанные минуты расправляется с крабом. Они приносят краба в гильдию и получают награду. Юна повышает свой ранг в гильдии, и теперь она находится на том же уровне, что и Туя. Получив награду, Туя просит сотрудницу гильдии составить список книг, которые, по ее мнению, могли бы заинтересовать ее коллег, чтобы он мог взять их в своей библиотеке. А все расходы он берет на себя. Дама записывает название более 20 книг на листке бумаги и отдает его Туя. Туя идет в книжный магазин и передает список продавцу. Хотя на то, чтобы найти все эти книги в огромном каталоге, уходит несколько часов, Туе удается их найти. Когда он уже собирается расплатиться и уйти в свою библиотеку, он слышит, как покупательница устраивает скандал, узнав, что знаменитой книги писательницы Розы Маги в магазине нет. Она узнает, что Туя купил последнюю книгу и просит его продать ей эту книгу. Туя отказывается отдать ей книгу, и тогда она предлагает ему сделку. Если он отдаст ей книгу Роза Маги, она даст ему автограф. Туя думает, что она просто очередная незнакомка, пытающаяся его обмануть. Однако он расспрашивает ее и узнает, что она на самом деле настоящая принцесса. Он возмущен ее поведением и рассказывает ей о Юне. Риэль узнает, что Туя жених Юны, и молчит. Туя направляется в мастерскую и печатает еще один экземпляр книги Роза Маги. Затем он отдает книгу Риэль и забирает книги в свою библиотеку. Дамы очень благодарны ему за помощь. Они забирают свои книги и уходят. Туя поворачивается к маленькому мальчику, который недавно жаловался, и спрашивает, что он хочет. Мальчик говорит, что хочет стать очень сильным, чтобы защитить того, кто ему дорог. Пока он говорит, мальчик встречается взглядом с одной из освобожденных рабынь, работающих за стойкой администратора. Туя замечает, что между ними что-то происходит, и понимает, что именно ее он хочет защитить. Он приводит мальчика во дворец и просит начальника дворцовой стражи обучить его. Он встречается с Линдси и отводит ее к горячим источникам Серебряной Луны, чтобы она могла освежиться перед тем, как они закончат свой день. Хозяева гостиницы очень благодарны ему за помощь с горячими источниками. После купания в горячей воде Туя покупает Линдси красивое платье. Она надевает его и выглядит в нем просто ослепительно. Линдси очень волнуется, надевая его, и спотыкается. Туя успевает ее подхватить. Он говорит ей, что она выглядит в этом наряде просто великолепно. День заканчивается хорошо. Через несколько дней Рири выпускает свою новую серию. Туя просматривает первый том и обнаруживает, что сюжет чем-то похож на его историю. Он обещает разобраться с ней при следующей встрече, поскольку он, естественно, расстроен из-за этого. В первой сцене Туя снова застает Линдси за чтением. Он советует ей делать перерывы, когда это необходимо, и не засиживаться за книгами. Линдси благодарит своего жениха за добрые слова и отдает ему список книг, которые нужны библиотеке. Туя забирает список и отправляется в Империю за книгами. Прибыв туда, Туя обнаруживает, что вся Империя лежит в руинах. Он спешит во дворец, чтобы выяснить, что произошло с Империей. По дороге он видит, как армия нападает на местного полицейского. Он спасает полицейского и узнает, что генерал армии, возможно, готовит государственный переворот в Империи. Он быстро добирается до дворца и слышит женский крик где-то неподалеку. Он находит источник крика и врывается в комнату, чтобы спасти дочь императора от неминуемой гибели. Дочь императора Люсия влюбляется в него с первого взгляда, как только видит его прекрасные глаза. Вскоре к нему подходит охранник из ее свиты Кэрол и благодарит Тую за спасение дочери. Туя
Туя объясняет, что он воспользовался магией телепортации, чтобы попасть в Империю и купить кое-что для своей лавки. Услышав это, Кэрол просит его телепортировать их с Люсией в покое Императора, чтобы проверить его состояние. Когда они приходят туда, то видят, что над телом Императора, лежащим без сознания, стоит генерал армии Безар. Туя представляется и рассказывает, откуда он родом, а затем требует объяснений от напавшего на императора. Базор говорит ему, что император опасно заболел и больше не может править. Таоя знает, что это ложь, поэтому он требует настоящих объяснений. Генерал говорит ему, что он планирует начать войну против 3 союзных государств – Фриза, Белфорта и Мисмейда. Туя бросает ему вызов, говоря, что эти 3 государства очень могущественны. Однако у Базора был козырь в рукаве. Он использует свою магию, чтобы призвать дьявольского зверя, с которым он заключил договор 20 лет назад, и раскрывает источник своей силы. Оказывается, на руках у Базора были 2 браслета. Один защищал его от магических атак, а другой от физических. Зверь также мог отражать магические атаки. Это не та битва, в которую Туя мог бы просто ввязаться. Поэтому он отступает и телепортирует себя, императора, Люсию и Кэрола обратно в свой особняк в Белфорте. Туя рассказывает своим невестам о том, что произошло в Империи. Они все удивляются, как они могли противостоять такому сильному противнику. Туя говорит им, что им не стоит волноваться, и что у него есть план, как победить императора. После короткой встречи с Лусией Туя представляет ее своим невестам. Когда Юна представляется как невеста Туи, Лусия хмурится. Юна замечает ее реакцию и начинает подтрунивать над ней, когда Туя уходит. Туя просит аудиенции у короля Белфорта и рассказывает ему о ситуации в Империи. Прежде чем они успевают обсудить что-то серьезное, король шутит, что Туя может стать следующим претендентом на трон. Туя чуть не обмочился от страха, потому что он никогда не хотел быть королем. Услышав план Туи по уничтожению Базар-Сити, король дает ему свое согласие. Туя возвращается в мастерскую, чтобы поговорить с Розеттой о вооружении Базар-Сити. Розетта говорит ему, что помнит, как в мастерской хранились подобные артефакты. Вероятно, они куда-то пропали или были утеряны. Туя возвращается в свой особняк и узнает, что император проснулся. Все собираются вокруг императора, чтобы обсудить, как победить генерала. Пока они обсуждают это, Лусия просит Тую помочь ей найти ее брата с помощью магии, если он может. Туя использует заклинание воспоминания на Лусии и получает изображение ее брата. Получив изображение брата Лусии, Туя узнает его и находит с помощью своего смартфона. Император вспоминает, что это особняк генерала Ромео. К счастью, императорский принц в безопасности. Переходим к следующей миссии. Туя просит императора оставить победу над Базар-Сити ему и девушкам. На следующий день Туя призывает своих зверей и отправляется с ними в Империю, чтобы сразиться с генералом. Пока девушки и звери отвлекают охрану, Туя сражается с дьявольским зверем Базора. К удивлению всех, он использует заклинание гравитация Акселя, которое делает предметы тяжелее, чтобы обездвижить зверя Базора, повелителя демонов. Затем он сталкивается с Базаром и запирает его в стеклянной клетке, наполненной гнилой слизью. Базар задыхается и теряет сознание. Туя только что победил генерала самым смешным способом из всех возможных. Империя возвращается в свое королевство и официально обращается к своему народу. Императорский принц воссоединяется со своей семьей, а Туя возвращается к своим девушкам. Люсия присоединяется к ним и узнает, как весело быть невестой Туи. Однажды император приглашает Тую на обед, чтобы официально выразить свою благодарность за помощь в свержении Биора. В знак благодарности за помощь он решает выдать Люсию замуж за Тую. Туя хмурится, размышляя о том, как отказаться от помолвки. Однако Ю говорит за него и принимает предложение от его имени. Туе ничего не остается, кроме как принять свою новую невесту в семью. Мужская измена заразительна, не буду врать. Вот так Туя обзавелся 5-й женой. Остальные дамы радуются, что к ним присоединилась еще одна женщина. Туя, напротив, не так уж и рад этому, ведь теперь у него на руках слишком много женщин. В любом случае, он немного поговорил с королями, которые рассказали ему о землях, которые император передает ему в дар. Таким образом, план состоит в том, чтобы передать Туе часть земель и назначить его правителем нового королевства. Так у Туи появится определенный статус, и он будет выглядеть подобающе, чтобы жениться на Юмине и остальных. Туя принимает предложение стать монархом и возвращается в свой особняк. Его жены радуются новым достижениям своего мужа. Они спрашивают его, как он хочет назвать свое новое королевство. Туя называет свое новое королевство Брунхильдой, и дамам это нравится. Туя размышляет, не стоит ли перенести весь особняк в новое королевство. Однако девушки убеждают его оставить особняк в Белфасте, чтобы он служил им базой для операций. Пока они обсуждают это, появляется Люсия в новом платье и присоединяется к семейному совету. Она предлагает построить на этой земле замок, чтобы Туя стал настоящим правителем. Туя и остальные соглашаются с этим предложением. В следующей сцене они отправляются в мастерскую Вавилона и вместе с Розеттой строят новый замок. Розетта объясняет, какие материалы им понадобятся для строительства нового замка. Список все растет и растет, пока Туя не устает. Они вспоминают заброшенный замок в разрушенном королевстве и забирают оттуда все необходимое. Через несколько дней Туя строит свой замок, используя добытые материалы и немного магии. Туя и его девушки впервые посещают замок. Лиан присоединяется к ним и чувствует себя как дома. Вскоре появляются слуги и обустраивают рабочие места в замке. Туя позаботился о том, чтобы между его
его замком и особняком в Белфасте был установлен портал для телепортации, чтобы им было проще перемещаться. Он и Рена проверяют портал. Добравшись до особняка, Туя узнает, что его вызвали во дворец короля. Он приходит во дворец и встречается с правителем Рифриджа Риком Рифри. Оказывается, слухи о новом королевстве Туи дошли до самых отдаленных уголков Рифриджа. Рик хочет осмотреть его новый замок вместе с королем Белфаста. Туя ведет их в свой новый замок и предоставляет им полную свободу. Он все еще размышляет о том, какой вид спорта лучше всего добавить в свой замок, но никак не может придумать ничего подходящего. Он все время думает о том, что его жены могут уничтожить их всех, но тем не менее он создает для них все условия, а также строит для них купальни, чтобы они могли освежиться, когда им это необходимо. Позже в тот же день Цубаки приходит к Туе и просит принять ее на службу. Туя спрашивает ее о Такаданах, и она рассказывает, что они уже разошлись. Цубаки говорит ему, что новый правитель пренебрегал своими подданными и что могущественные страны отобрали у него земли. Поэтому, не имея ни земли, ни титула, Цубаки решила, что она может привести оставшихся людей в новое королевство Туи. Туя соглашается и принимает их всех в свое королевство. На следующий день Туя встречается с людьми, которые благодарят его за то, что он позволил им остаться в его королевстве. Он встречается с мастером Кусакой и обсуждает с ним строительство всего королевства. С этого момента Кусака становится главным архитектором при дворе. В нескольких сценах показано, как из замка Брунильд вырастает целый город с домами для ее новых подданных. Магия Туи также помогает ему строить такие сооружения за считанные минуты. Лючии трудно привыкнуть к новой жизни в качестве невесты Туи. Она делится своими переживаниями с другими девушками, но они говорят ей, что она скоро привыкнет. Она собирает мужу обед и встречает его в городе. Туя забирает у нее обед и с аппетитом съедает его. Вскоре он приглашает монархов из других королевств повеселиться в своем новом замке. Все проводят веселый день, едят, пьют и играют в игры. К вечеру Туя выводит всех на улицу, чтобы посмотреть фейерверк. Монархи были очень удивлены и впечатлены тем, что Туя знал, как устраивать такие мероприятия. Туя подходит к Лючии и надевает ей на палец обручальное кольцо. Лицо Люсии озаряется радостью, когда Туя надевает ей на палец кольцо и берет ее за руку. Туя и его девочки отправляются в путь, чтобы найти, как им кажется, очередные развалины Вавилона. Добравшись до места, они обнаруживают странное сооружение с дырой в стене. Туя заходит в эту дыру и оказывается внутри развалин. Он цитирует магический круг и телепортируется в алхимическую лабораторию Вавилона, где Флора руководит процессом. Теперь Флора робот с большой грудью, и Туя, естественно, не может не обратить на это внимание. Он говорит ей, что уже завладел мастерской в саду, и если она не возражает, то он готов взять на себя руководство алхимической лабораторией. Флора очень рада и говорит Туе, что должна проверить его способности, чтобы убедиться, что он достоин управлять лабораторией. Для этого она берет Тую за руку и кладет ее себе на грудь. Затем она целует его и завершает регистрацию. Это завершает передачу права собственности на алхимическую лабораторию Туя. Туя отправляется осматривать помещение. Флора рассказывает ему, что алхимическая лаборатория смешивает магию с материей, чтобы создавать химер и других существ. Она показывает ему еще несколько приборов и жидкостей в лаборатории. Когда он все осматривает, Туя приводит своих девушек в лабораторию. Линдси и Эльза очень удивлены большой грудью Флоры и вспоминают, какими маленькими они сами кажутся в этом плане. Флора не забывает сообщить девушкам, что она поцеловала и приласкала Тую до их прихода. Девушки очень ревнуют и ругают Тую. Завладев алхимической лабораторией, Туя возвращается в свое королевство и продолжает изучать новое заклинание. Заклинание под названием «Полет» позволяет заклинателю парить и передвигаться по небу, как птица. Туя справляется с этим с первой попытки и добавляет кое-что от себя. После тренировки Туя решает использовать заклинание левитации на Линдси. Это срабатывает, и Туя поднимает Линдси на самый верхний этаж своего замка. Затем он использует заклинание полета, чтобы подняться в воздух над своим маленьким королевством. Примерно в это же время Такадоны, которых он приютил, увидели, как он летает над замком, и стали подбадривать его. Туя машет им рукой и продолжает полет. В этот момент ему звонит создатель и отвечает на звонок. На другом конце провода королева любви. Она позвонила, чтобы поздравить его с новым статусом и уровнем. После разговора Туя отправляется к родителям Е, чтобы сообщить им о его помолвке с Е. К его удивлению, отец Е дает свое согласие на их брак без каких-либо ограничений. Затем Туя отправляется к дяде Линдси и Эльзы. Они тоже поддерживают его брак с племянницами. После встречи Туя разговаривает с одним из молодых людей в доме. Молодой человек спрашивает, сможет ли он победить громового медведя. Туя спрашивает, в чем дело, и тетя Линдси рассказывает ему о том, что громовые медведи наводят ужас на жителей деревни. Туя отправляется в лес и побеждает всех громовых медведей, которых смог найти. После битвы он идет в библиотеку и снова встречает Энду. Он усаживает его и просит рассказать о заклинаниях. Энда говорит, что это потусторонние существа, посланные в их мир, чтобы найти ядро короля. Ядро короля издает инфразвуковой звук, который притягивает их к нему. Однако этот звук заглушается биением человеческого сердца. Поэтому заклинанием приходится убивать их, чтобы уменьшить шум. Он говорит, что тоже ищет какую-то фразу, чтобы уничтожить их источник, прежде чем появятся новые. Вскоре после этого Энде уходит. Туя приходит в мастерскую и спрашивает Розетту, может ли она наладить массовое производство шестеренок. Розетта отвечает, что сейчас это невозможно,
невозможно, так как для этого ей потребуется слишком много материалов. Поэтому все, что они могут сейчас сделать, это собрать все материалы, которые им удастся найти. Туя возвращается в свой особняк, чтобы поговорить со своими зверями о поиске материалов. Они предлагают ему заключить договор с Пламенным Императором, и она поможет ему достать все необходимые материалы. Туя направляется в свой сад и с помощью других зверей вызывает Пламенного Императора. После того, как Туя вызывает Пламенного Зверя, он просит заключить с ней договор. Она сразу же соглашается, и Туя называет ее Кагекоку. Затем она превращается в маленькую птичку и садится ему на плечо. Она посылает сообщение всем птицам в округе, чтобы они отправились на поиски других руин Вавилона и сообщили, когда найдут что-нибудь. Туя просыпается прекрасным утром и видит, что рядом с ним спит Юна. Он приветствует ее и вдруг вспоминает, что прошлой ночью Юмины рядом с ним не было. Он спрашивает Юмину, что она делала на его кровати. Юмина отвечает, что хотела побыть рядом со своим женихом, потому что он был слишком занят строительством государства. Туя падает с кровати, не понимая, как он мог не заметить, что она пришла к нему ночью. Юмина целует его в щеку и выходит из комнаты переодеться. Позже тем же утром Туя выходит в сад, чтобы побыть подальше от девушек. Пламенный зверь пролетает мимо и сообщает ему о донесениях одной из птиц-разведчиц. Видимо, они нашли место, похожее на развалины Вавилона. Туя собирает своих девушек вместе и обсуждает с ними поездку в следующий Вавилон. Девушки гадают, что же они там увидят. Вскоре они отправляются в путь. По дороге они встречают носорога-монстра. Девушки бросаются на него и быстро расправляются с ним. Туя остается наблюдать за тем, как девушки сами справляются с монстрами. Через несколько миль они добираются до развалин Вавилона. Туя находит магический круг и телепортируется на парящий остров. Он знакомится с Моникой, администратором острова, и представляется ей. Моника пытается убить его, но Туя уклоняется от ее атак. Моника вызывает Тую на бой, чтобы проверить его силу. Однако Туя использует заклинание, чтобы заставить ее споткнуться, и она падает несколько раз, пока не сдается. Моника назначает Тую новым главой Вавилонского ангара. Услышав, что он случайно наткнулся на ангар, Туя приходит в восторг и просит Монику показать ему все. Моника ведет его посмотреть на первую в мире раму для снаряжения. Туя очень радуется, увидев снаряжение, и готовится к полету. Однако Моника разрушает его надежды и говорит, что это не работает. Пока Туя пребывает в отчаянии, Моника говорит ему, что Флора из алхимической лаборатории может им помочь. Туя возвращается в особняк и узнает, что им понадобится огромное количество камней заклинаний, чтобы заставить раму работать. Туя использует свой телефон, чтобы найти камни заклинания, и добывает их. Вскоре они активируют раму и готовятся к полету. Однако, прежде чем сесть на настоящий велосипед, Розетта делает для своего хозяина тренажер с рамой, чтобы он мог потренироваться, а потом уже садиться на настоящий велосипед. Туя благодарит ее за эту идею и садится на тренажер. Он быстро осваивает управление велосипедом с рамой всего за несколько минут и даже успевает прокатиться на другом велосипеде по дороге. Туя возвращается в особняк и делает копии тренажера для своих жен, чтобы они тоже могли потренироваться. Пока он с удовольствием думает о том, какие классные вещи он мог бы делать на велосипеде с рамой, к нему подбегает Суси и просит жениться на ней. Туя удивлен таким внезапным решением и спрашивает, почему она хочет выйти за него замуж. Оказывается, Суси собиралась выйти замуж по расчету за принца Забуна, ужасного тирана и бабника из королевства Линхёй. Туя узнает, какой Забун ужасный человек. Он ни в коем случае не может позволить такому человеку находиться рядом с Суси. Он обещает что-нибудь предпринять. Он советуется с другими женами по поводу женитьбы на Суси, и они все сразу соглашаются. Туя просит совета, как поступить в королевстве Линхёй. Некоторые из девушек предлагают убить принца. Однако Туя отправляется к Альфреду, чтобы поговорить с ним. Альфред рассказывает ему, что Забун – сын премьер-министра, поэтому ему все сходит с рук. Он также говорит Туя, что король Линхей всего лишь марионетка, которая во всем слушается премьер-министра. Однако есть выход из этой ситуации, так как Альфред рассказывает Туя о втором принце, которого родила королю наложница. Туя просит немедленно показать ему принца. Когда он прибывает на место, Альфред сообщает принцу Забуну, что Суси больше не выйдет за него замуж, так как она уже обручена с Туей. Первый принц Клауд выражает свое почтение Туе и рассказывает Альфреду и Туе обо всем. Клауд сообщает Туе и Альфреду, что он является вторым сыном короля Линхеи. Он также говорит им, что его мать, которая по слухам была больна и поэтому не появлялась на людях, на самом деле находится в плену у премьер-министра Вардака. Их план состоял в том, чтобы женить своего слабоумного сына Забуна на принцессе и сделать его новым правителем Линхеи. Услышав о коварных планах премьер-министра, Альфред решает что-то предпринять. Он созывает других правителей на совещание, чтобы решить, будут ли они оказывать поддержку Клауду. После долгих обсуждений правители Рефриса, Мизмейда и Белфаста соглашаются помочь Клауду захватить его королевство. Туя приводит свой план в действие. Сначала он телепортирует себя, Клауда и Линдси в Линхею.
На этот раз он скрывает их, а девушки становятся невидимыми. Они все следуют за Клаудом во дворец, чтобы встретиться с его никчемным братцем Забуном. Забун просит у него Суси. Однако Клауд говорит ему, что он не может ее получить, потому что она уже обручена с другим. Забун раздражается и дает Клауду пощечину. Затем он начинает унижать его и спрашивает, кто жених Суси. Клауд отвечает, что это Туя. Забун говорит Клауду распускать ужасные слухи о Туе и Брунхильде, чтобы дискредитировать его и заставить Суси передумать выходить замуж за Тую. В этот момент Туя и его девушки, которые уже были в ярости из-за Забуна, готовы наброситься на принца. Но тут появляется его мать и успокаивает сына. После того, как они уходят, Туя отводит Клауда в потайную комнату, чтобы вылечить его. Вскоре Туя освобождает рабыню Забуна и снимает с нее ошейник. Забун сразу же замечает это и зовет свою рабыню. Он спрашивает у Клауда, не видел ли тот ее, но Клауд отвечает, что нет. Забун не знает, что рабыня пряталась в кладовке вместе с Туей и другими девушками. Забун видит Вардака и спрашивает, не видел ли тот ее. Вардак говорит, что если она сбежала, то он убьет ее. Забун немедленно выполняет приказ и уменьшает размер ошейника. К счастью, Туя уже успел снять его, поэтому девушка не умерла. Они следуют за Вардаком и его сыном Забуном и подслушивают их разговор о том, что они хотят использовать Клауда для ведения войны с соседними странами. Туя получает всю необходимую информацию и планирует проникнуть во дворец. С наступлением темноты Туя телепортируется вместе с девушками и Клаудом в башню, где держит его мать. После радостной встречи с матерью Туя забирает их с собой в Белфаст. Маркиз Коуп, настоящий премьер-министр линии, следующий человек, с которым они встречаются. Они планируют захватить премьер-министра и лишить Забуна права на трон. Туя разрабатывает план и приступает к его осуществлению. На следующий день Туя снова становится невидимым и пробирается во дворец линии. Вардак не очень-то легко воспринял известие об исчезновении матери Клауда. Он приказывает своим стражникам обыскать дворец и найти их. Туя удается проникнуть в ту же комнату, где находится Вардак и жена короля. Незаметно достав телефон, он записывает разговор Вардака и жены короля, в котором они не только планируют свергнуть короля, но и уничтожить всю его семью, и делает Забуна королем. Получив доказательства, Туя показывает их своим девушкам, маркизу и самому королю Линхеи. Король созывает совет, чтобы объявить о своем преемнике на трон. Вардак и жена короля присутствуют на этом собрании, чтобы услышать радостную новость. Однако король шокирует их, назначая новым королем Линхеи Клауда. Забун, Вардак и жена короля оспаривают его решение назначить королем Линхеи Клауда. Король вызывает Тую на сцену, чтобы представить доказательства. Туя проигрывает запись перед всеми собравшимися и разоблачает их. В качестве наказания за измену король приговаривает их к смертной казни. Затем он передает власть новому королю Клауду. Вардак и его люди проданы в рабство. Туя возвращается домой, где его ждет новая жена Суши. Сначала он не узнает ее, но милая внешность Суши заставляет его принять ее в качестве своей новой жены. В первой сцене Туя и его девушки присутствуют на церемонии бракосочетания Льва и Ольги. Их родители благодарят Тую за то, что он помог им сблизиться и породниться. Туя принимает их благодарность и продолжает разговор со своими будущими женами. Суши и Юмина спрашивают короля Риза, когда он планирует устроить их свадебные церемонии. Туя молчит и говорит, что подумает об этом. Когда они возвращаются в особняк, Юмина предлагает девушкам познакомиться поближе. По ее словам, она хочет, чтобы они полюбили друг друга и стали ближе. Туя возражает, говоря, что у него и так много дел. Однако девушки жалуются, что им слишком одиноко, потому что Туя не часто бывает рядом. Чтобы загладить свою вину, Туя решает сводить их куда-нибудь, чтобы они повеселились. Девушки быстро одеваются, и все они выглядят красивыми и милыми в глазах своего мужа. Туя хвалит их наряды и ведет в королевство Рифридж. Там они покупают подарки в магазине сувениров. Затем они идут в ресторан, чтобы перекусить. Позже они видят афиши о следующем выходе Риэля. Когда они начинают фантазировать о том, что может быть в этой книге, на них нападают какие-то голодные воры. Девушки расправляются с грабителями, и они продолжают свой путь. К вечеру Туя признается, что ему нравится проводить время со своими женами, и они отправляются в следующее место назначения. По дороге они встречают Суси, о которой, кажется, совсем забыли. Она устраивает истерику и заставляет Тую пообещать взять ее с собой на следующее свидание. На следующий день Суси отправляется на прогулку с Туей. После целого дня развлечений они садятся на лужайке где-то неподалеку от Брунгильды. Суси напоминает своему мужу обо всех хороших вещах, которые он успел сделать за такое короткое время. Туя чувствует себя довольно хорошо, вспоминая о своих достижениях. Вскоре он получает сообщение от Флоры, в котором она сообщает, что уже закончила добывать эфирную жидкость из камней. Через несколько минут Туя вместе со своими женами садится в раму-каталку и впервые катается на ней. Туя должен был ехать следующим, но Эльза опередила его. В следующей сцене Туя отправляется в мастерскую Вавилона, чтобы забрать свое новое оружие. Меч полностью сделанный из фраз и материалов. Туя нравится его новый меч, и он спрашивает Розетту, можно ли наладить массовое производство таких мечей. Розетта отвечает, что можно, но для этого им понадобится больше оркулаков.
оракулакума. Туя возвращается к Брунгильде и думает, как раздобыть еще оракулакум. Юмина и Люсия встречают его в городе и присоединяются к нему. Туя рассказывает им о своих поисках оракулакума, и они предлагают ему найти големов оракулакум и победить их, чтобы получить их материал. Туя достает свой телефон и находит местоположение големов оракулакум. Затем он использует способность летать, чтобы подняться в небо и полететь к одному из мест, где они находятся. Добравшись туда, он видит, что город уже захвачен фразами. Солдатам, похоже, не удается их уничтожить, поэтому он спускается на землю, чтобы помочь. Туя использует свой новый меч, чтобы расправиться со всеми фразами в городе. Когда он заканчивает, он исцеляет всех раненых и дарит Лестии, первой принцессе, меч из фраз. Лестия узнает Тую по новостям о его путешествиях и выражает ему свое почтение. Туя продолжает поиски голема оракулакум и находит его в лесу. Он побеждает его и отправляет в мастерскую, прежде чем продолжить свое путешествие. По пути он встречает оленя и идет за ним к берегу реки. Там он находит полумертвую девушку и пытается ее исцелить. Однако она слишком слаба, чтобы встать, так как потеряла слишком много крови. Обнаружив истекающую кровью девушку, Туя отнес ее в алхимическую лабораторию в плавучем саду. Всего лишь день спустя Моника творит чудеса и исцеляет раненую девушку с розовыми волосами. Однако та говорит Туя, что, возможно, девушка потеряла память из-за полученных травм. Туя спрашивает, не является ли это последствием лечения, которое ей назначили. Моника немного подразнивает его, прежде чем отвести к пациентке. Придя в палату, Туя спрашивает у девушки, как ее зовут. Но поскольку она ничего не помнит из своей прошлой жизни, у нее нет имени. Туя называет ее Сакурой и забирает к себе в особняк после того, как ее выписали. В особняке Туя встречается с Лин Ци Лу, чтобы поговорить о новой гости. Он говорит им, что Сакура будет жить в гостевой комнате особняка. В данный момент она вышла прогуляться. Девушки жалуются, что она слишком беспечна для человека, который только что потерял память. Однако Туя говорит им, что раз она ничего не помнит, то ей вправду не о чем грустить. Девушки извиняются и уходят, а Туя присоединяется к Сакуре в саду. Там он слышит, как она поет своим восхитительным голосом. Туя очень удивлен и хвалит ее песню и голос. Туя приходит в голову идея. Он ведет Сакуру в музыкальную комнату и играет на пианино, пока она поет свою песню. Все девушки слышат ее прекрасный голос и вскоре появляются в музыкальной комнате, чтобы послушать, как поет Сакура и их любимый мужчина. Все веселятся, а Туя добавляет немного изящества в свой стиль исполнения, чтобы всем было приятно. После выступления Туя отправляется в гильдию искателей приключений, чтобы получить новое задание. Там его просят помочь им победить сильного монстра, которого они называют Катаблипасом. Туя просит предоставить ему дополнительную информацию, и дежурный сообщает, что у этих монстров есть способность превращать в камень взглядом любого, кто на них нападает. На данный момент около 13 искателей приключений, отправившихся на охоту за этим чудовищем, превратились в камень. Туя также узнает, что в настоящее время они обитают в горах Мелити. Наконец он спрашивает о вознаграждении за уничтожение такого монстра, и дежурный отвечает, что это немалая сумма. Туя решает сделать это ради денег и просит своих жен остаться дома, независимо от того, будут ли они помогать ему или нет. Его жены обсуждают детали предстоящей миссии и соглашаются помочь ему. Туя ведет своих жен в алхимическую лабораторию и дает им новые мечи, чтобы им было легче победить монстра. Получив мечи, они отправляются в лес на охоту на катаблипасов. Туя ищет монстра с помощью своего смартфона. Пройдя несколько метров, он видит катаблипаса, который ест траву. Когда монстр нападает на них, Туя и его жены бросаются в бой. Они пытаются атаковать монстра магией, но тот выпускает ядовитый дым, который почти задевает линзу. Туя спасает одну из своих жен, а затем начинает действовать решительно. Он достает свой меч и отрубает монстру голову. Когда он заканчивает, его тело начинает превращаться в камень. Он использует свою силу, чтобы убрать камни с ноги и сменить обувь. Через несколько минут у Лу застывает юбка и нижняя часть тела. Это означает, что ей, возможно, придется переодеться. Девушки быстро бросаются на помощь своей коллеге, оттолкнув Тую в сторону. Пока они думают, что же им делать с этой дамой, появляется еще один монстр Катаблепас и обращает в камень ноги Туи. Он освобождает свои ноги от камней и побеждает второго монстра. Его жены благодарят его за помощь, и они возвращаются в гильдию искателей приключений. Они также забирают с собой еще 13 искателей приключений, и Туя освобождает их. Получив награду, Туя и другие короли проверяют новую партию шестеренок. После испытаний короли соседних королевств отдыхают вместе с Туей. С другой стороны, Хильда, принцесса Лестии и ее дедушка обсуждают уникальный новый меч, который Туи и его люди изготовили. Он размышляет о том, чтобы навестить Брунгильду, чтобы встретиться с Туей и обсудить с ним дела. Хильда, которая давно хотела увидеть Тую, соглашается пойти с дедушкой. Туя проводит часть своего свободного времени в саду-мастерской, наблюдая за изготовлением новых шестеренок. Как вдруг ему сообщают, что кто-то, называющий себя его старшей сестрой, пришел в его особняк и просит его о встрече. Туя слышит голос из паланкина и понимает, что это никто иной, как богиня любви.
Он быстро бежит в свой особняк и оказывается на встрече со своими женами и богиней любви. После того, как она представилась, жены Туи оставляют их наедине, чтобы они могли поговорить о прошлом. Богиня говорит Туе, что спустилась с небес, чтобы насытиться огромной любовью, которую Туя получает от девушек и всех окружающих. Туе надоедает ее болтовня, и он разрешает ей остаться. В этот момент одна из служанок объявляет о прибытии кого-то из королевства Лестия. Туя просит их немного подождать, прежде чем он сможет уделить им время. Однако служанка сообщает ему, что они сейчас на тренировочной площадке рыцарей, наблюдают за тренировкой. Туя идет туда и видит, что принцесса Хильда и ее дедушка ждут его. Дедушка принцессы приветствует Тую и надеется, что у него будет возможность осмотреть достопримечательности в Брунхильде. Туя приветствует его в своем королевстве и надеется, что он хорошо проведет здесь время. Однако дедушку принцессы больше интересует попка служанки, и он даже прикасается к ней. Хильда извиняется за поведение дедушки, и они продолжают разговор. Дедушка принцессы спрашивает о шестеренках, и Туя ведет его на тренировочную площадку, чтобы показать, как они работают в реальном времени. Хильда и ее дедушка с удивлением наблюдают за невероятной силой роботов. Дедушка принцессы спрашивает Тую, что он собирается делать с шестеренками. Туя отвечает, что он создает армию роботов, чтобы сражаться с монстрами, которые могут напасть на их земли в ближайшем будущем. Дедушка принцессы спрашивает, может ли он позволить Лестии использовать роботов, когда в этом возникнет необходимость. Туя отвечает, что нет проблем. Затем Хильда просит Тую позволить ей сразиться с самым сильным человеком в его стране. Туя ставит ее против Йои, своей самой сильной жены, и они сражаются на арене. Через несколько минут напряженной борьбы Хильда побеждает Ею в дружеском поединке. После боя она узнает, что Ея была одной из многочисленных жен Туи. Она очень смущается, потому что сама собиралась признаться Туи в своих чувствах. Ея подозревает, что история повторяется. Богиня любви вмешивается и помогает Хильде признаться Туи в своих чувствах. Так, совершенно неожиданно, Хильда становится седьмой женой Туи. Парень, да этот малый просто ходячая зараза, братан. В любом случае, Хильда более чем счастлива присоединиться к команде жен, которых Туи, как обычно, собирает вокруг себя. Однако ее дедушка не хочет отпускать внучку без боя и вызывает Хильду на поединок. Если она победит, то сможет выйти замуж за Тую. Перед поединком другие жены приветствуют Хильду и говорят, что ее появление в их команде принесет пользу всему королевству. Богиня любви вмешивается в разговор и просит Хильду рассказать, как она влюбилась в Тую. Хильда смущенно рассказывает всем о том, как Туя в первый раз спас ее от чудовищ, которые тогда нападали на ее страну. Она говорит, что была так поражена его мужеством и силой, что влюбилась в него с первого взгляда. Девушки восхищаются этой историей. Богиня, однако, продолжает впитывать любовь, витающую в воздухе, и ее кожа становится еще прекраснее. Затем девушки напоминают Хильде о ее поединке с дедушкой и говорят, что она должна победить любой ценой, чтобы присоединиться к ним. Через несколько минут Хильда сражается со своим дедушкой. В первой половине поединка побеждает дедушка. Однако Туя прибегает к хитрости и вызывает на поединок женщину в купальнике. Дедушка Хильды отвлекается на мгновение и проигрывает своей внучке. Хильда побеждает в поединке одним ударом, и дедушка признает свое поражение. Он благословляет Хильду и Тую и просит их пообещать, что они будут защищать себя до конца. После поединка Хильда почтительно склоняет голову перед тем, что ей предстоит. Они говорят о родителях Туи, гадая, кто они такие. В этот момент появляется богиня и говорит им, что не стоит давить на малыша. Он сам расскажет им о своей семье, когда будет готов. А пока она расскажет им о первой любви Туи, когда он был еще мальчиком. Услышав историю богини, девочки краснеют от радости. Тем временем Туя заболевает гриппом, находясь в гостях у Сакуры. Через несколько часов Туя получает сообщение о том, что в королевстве Хильды и Лестии были обнаружены руины одного из его плавучих садов. Туя не знает, что делать, и тут появляются все 7 его жен в нарядах, которые носила его первая любовь, сестра Шиока. Туя узнает, что богиня любви все рассказала, и очень злится на нее. Девочки спрашивают, что он думает об их нарядах, и Туя говорит, что все они прекрасно выглядят. Что касается богини, то он прибережет наказание для нее на потом. Вскоре после этого Туя сам отправляется в Лестию, чтобы осмотреть руины. Когда он добирается до места, то узнает, что в руинах находилась Вавилонская башня и крепостная стена. Появляется Леора, хранительница башни, и объясняет Туя, что только тот, кто обладает всеми необходимыми качествами, может управлять башней. Поскольку Туя обладает всеми необходимыми качествами, она без колебаний передает ему управление башней. Затем она ведет его к администратору башни, еще одной женщине, которая спала, свернувшись калачиком под кустом. Туя просит Леору разбудить Памелу. Однако она не двигается с места. Леора берет горячий кебаб и с его помощью будет Памелу. Памела просыпается, съедает еду и требует еще еды и немного крова, прежде чем она сможет по-настоящему стать служанкой Туи. Туя говорит ей, что это не проблема, и она продолжает процесс регистрации, целуя своего хозяина в губы. После того, как регистрация завершена, она просит еще еды, и Туя дает ей это. Затем она продолжает заниматься своими делами и передает Тую Леоре, которая тоже целует его, чтобы завершить регистрацию. После того, как регистрация завершена, Леора передает право собственности на крепость Туи. После того, как они завершают передачу права собственности, Леора
Леора и Памела показывают Туе реактор, который преобразует энергию воздуха и воды в магическую энергию. Памела, как обычно, засыпает и оставляет Тую на попечение Леоры. Когда они заканчивают осмотр, Туя телепортирует своих жен в крепость, чтобы они могли осмотреть достопримечательности. Леора перечисляет всех жен Туи и узнает, что Сью пропала. В этот момент его зверь просит открыть портал, чтобы передать срочное сообщение Туе. Туя впускает его в комнату и узнает, что королева Белфаста уже уложила ребенка спать. Туя быстро открывает портал во дворец и видит, как король с радостью укачивает своего новорожденного сына. Он просит Тую дать имя малышу, и Туя называет его Ямато. Королю нравится это имя, и он поднимает малыша высоко в небо. Малыш начинает плакать, и король спешит обратно, чтобы отдать ребенка матери. В этот вечер у девушек выходной. Они собираются в бане, чтобы освежиться и поговорить о предстоящем празднике в честь нового наследника королевства Белфаст. Пока они обсуждают это, они думают о том, как будут выглядеть их собственные дети. Прямо за дверью бани Туя слышит от своих помощников, что ему суждено иметь до 9 жен. Туя очень взволнован, потому что у него уже есть 7 жен, и ему все труднее их удовлетворять. Даже его слуги подумывают о том, чтобы жениться на нем. Туя в шоке. Позже девушки наряжаются и выстраиваются перед Туей в ряд, чтобы спросить его, о чем он говорил со слугами. Туя изо всех сил пытается помешать Леоре рассказать им о том, что у него 9 жен, но они все оттесняют его и узнают об этом от Леоры. Когда девушки узнают, что у их мужа может быть еще несколько жен, они очень удивляются. Линда просит мужа вернуться в особняк, чтобы они могли обсудить его наказание. В особняке девушки немного посовещались и решили оставить его в живых. Однако за то, что он пытался скрыть от них правду, они заставляют его поцеловать каждую из них в губы в качестве компенсации. Талия очень удивлена и говорит, что он должен поцеловать их всех, чтобы они могли закончить приготовление к церемонии наречения принца. После этого он целует их всех. Девушки соглашаются, и они продолжают приготовление. Позже той же ночью Туя и остальные наслаждаются фейерверком и угощают простых людей, празднуя рождение принца. Туя очень благодарен за все, что он сделал, и целует девушек. Линдси, Суши, Лю и остальные принимают это довольно спокойно. Однако Хильда падает в обморок от отвращения, а ей и Эльза бьют Тую кулаками. Когда он заканчивает целовать всех своих невест, они видят последний фейерверк и наслаждаются ночью. Они находят Леору с шаром, который показывает будущее, и просят ее предсказать будущее их господина. На этом мы заканчиваем наше видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы смотреть новые